Иногда жизнь преподносит нам такие приятные сюрпризы, в которые просто сложно поверить, и нередко они могут стать настоящим испытанием на нашу человечность и способность принимать правильные решения. Юджин Мерфи – простой парень 13 лет, который обожает ходить в походы со своей семьей. Они живут в городе Рашмар, расположенном в горном массиве Блэк-Хиллз. Мерфи хорошо изучили местную природу, поэтому часто ездили с походами по всей стране. Однажды семья решила отправиться в лесной массив, который расположен в 100 километрах от дома. Мерфи благополучно добрались до места, разбили лагерь. На следующее утро вся семья отправилась на сбор грибов, из которых мама должна была приготовить вкусный обед. Юджин был очень воодушевлен заданием. Он хотел найти как можно больше грибов, в которых хорошо разбирался. Но в процессе поиска мальчик зашел далеко от лагеря, не сразу это заметив. Юджин сильно испугался. Он понимал, что потерялся в незнакомом месте далеко от дома, что было очень опасно. Мальчик стал возвращаться к месту стоянки, с удивлением обнаружив на своем пути заброшенную машину. Он не видел раньше этот автомобиль, который выглядел очень старым. Юджин забрался в машину, чтобы осмотреть ее, но тут услышал голос своего отца. Майкл искал своего ребенка, который пропал несколько часов назад. Юджин радостно побежал к отцу, крепко обнял его, а затем отступил на шаг, чтобы показать свою находку. Автомобиль очень удивил отца, который не мог понять, как машина могла попасть в такую глушь. Юджин и Майкл начали исследовать авто, в результате чего им удалось обнаружить очень интересный предмет. В бардачке лежала большая коробка с текстом, который гласил: «Если вы найдете эту коробку, отнесите ее по указанному адресу и передайте Каролине». Внизу стояла дата. 12.5.1999. И дальше указывался город, который находился всего в несколько километрах от леса. Юджин и Майкл решили выполнить просьбу, но сначала нужно было открыть коробку. Там был хитрый замок, на который пришлось потратить пару минут. Но отцу с сыном все-таки удалось открыть коробку, в которой оказалось золото. Да-да, в заброшенной машине в лесу была коробка с настоящим богатством. А еще несколько фотографий людей в военной форме. На следующее утро семья решила поехать по указанному на коробке адресу. Они оказались у входа в простой американский дом на окраине небольшого городка. На стук вышла пожилая леди. Майкл поинтересовался у нее, не знает ли она, кто такая Каролина. «Это я», — ответила старушка. После этого Майкл протянул пожилой леди коробку. Сначала она не понимала, что происходит, но когда прочитала надпись и увидела фото, то сразу разрыдалась. История, которая стояла за этой коробкой с золотом, была просто невероятной. Старушка, которую звали Каролина, сквозь слезы начала рассказывать следующее. Дедушка ее мужа, Адамс, решил оставить внуку Дэвиду наследство. Он собрал слитки золота и закопал их в лесу. Просто мужчина не хотел, чтобы сокровище нашел отец Дэвида, Марк. Место, где искать слитки, должен был сообщить внуку адвокат Адамса после его смерти. Но Дэвид не захотел ждать так долго, поэтому решил отыскать зарытое сокровище. Он вооружился металлоискателем и отправился в лес. Вот только он так и не вернулся с той поездки. Тело Дэвида нашли в сугробе недалеко от дороги. Он замерз насмерть, и жена Дэвида больше 20 лет не могла выяснить, что же с ним произошло. Сейчас она поняла, что тот, скорее всего, заблудился, а может быть, в машине закончился бензин. Дэвид вышел из машины в поисках помощи и замерз. Каролину совершенно не заинтересовало найденное золото. Для нее самым важным было выяснить, что же случилось с ее мужем. А еще она нежно прижимала к груди фотографии мужа, которые были в коробке. Каролине много лет не давала покоя смерть мужа. Сейчас она начала понимать, что произошло, что было очень важно для женщины. Каролина отказалась от золота, подарив его нашедшей сокровище семье. Майкл долго не хотел принимать такой щедрый презент, но в итоге старушка настояла на этом. Она лишь попросила, чтобы золото пошло на что-то хорошее, принесло кому-то пользу. Семья долгое время ехала в машине в полной тишине. Каждый пытался осмыслить произошедшее. В конце концов заговорил глава семьи. Майкл предложил потратить средства от продажи золота на ремонт старенького дома Каролины, а остатки отдать на благотворительность. Он сказал, что найденное богатство причинило много вреда,
поэтому его обязательно нужно вложить в правильное дело. Вся семья согласилась с Майклом, который уже через пару недель снова оказался в доме старушки, чтобы заняться его ремонтом. С этого началась крепкая дружба между Каролиной и семьей Мерфи. Они дарили друг другу подарки на праздники и просто приятно проводили время за неспешными беседами о жизни. Деньги далеко не всегда приносят счастье. Они вовсе не панацея от всех бед. Еще неизвестно, как сложилась бы судьба семьи Мерфи, если бы они решили использовать золото для решения своих задач. А так Каролина получила свежий ремонт, а Юджин – отличный урок того, как правильно относиться к деньгам и людям, что действительно важно в этом мире. На этом все. Делитесь этой историей, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!